Вы когда-нибудь задумывались, почему плохая акустика лучше звучит издалека? Почему один тракт мы называем музыкальным, а другой — стерильным? Почему споры о гармониках не утихают, хотя их уровень на графиках стремится к нулю? И, пожалуй, главный вызов — если человек не слышит ничего выше 20 кГц, почему хай-рез продолжает побеждать? Сегодня мы разберем эти феномены от физики до психоакустики. Мы поговорим о бурундуках в ультразвуке и секретных алгоритмах. В этом видео ответов на вопросы, откровения, которые могут изменить ваш подход к звуку навсегда. Напрямую из глубины индустрии. Привет, я Алекс. С вами, как всегда, глубокий инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. А я Элинора. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. А теперь поехали! Итак, начинаем наш подкаст ответов на ваши вопросы. И начнем с вопроса, а разве бывают некратные гармоники? Гармоники — это же просто усиление основного звука. А некратные — это вообще что-то реальное или только математика? Тут важно не запутаться в словах. Гармоники — это частоты, которые кратны основной. Проще. Основной звук — это база, а гармоники — это звуки выше него — в 2, 3, 4 раза и так далее. Поэтому некратные гармоники — это неправильный термин. Если частота не вписывается в этот ряд, это уже не гармонические обертоны. И да, они существуют, например, в ударных инструментах или при искажениях. Тогда давай проще. Что такое гармоники в реальности? Представь один звук. Он почти никогда не звучит чисто. Вместе с ним всегда есть набор дополнительных частот. Вторая гармоника, в 2 раза выше, это октава. Третья примерно дает квинту. Пятая дает чистую большую терцию. Седьмая — более необычный, слегка инородный интервал. Чтобы это услышать как музыкальные интервалы, мы мысленно возвращаем их в ту же высоту, в 1 октаву, транспонируем вниз. Именно сочетание этих компонентов и создает тембр. То, почему мы отличаем, например, гитару от пианино. А правда, что четные гармоники теплые, а нечетные жесткие? Это популярное упрощение. Четные гармоники часто звучат мягче, потому что связаны с октавами, а это самый спокойный для слуха интервал. Нечетные добавляют плотность и характер. Иногда резкость, но не всегда. Важно не то, четные они или нечетные, а то, насколько они громкие, насколько высокие по порядку и как они распределены. Пример можешь дать? Кларнет — хороший пример. В нем сильнее выражены нечетные гармоники, поэтому у него характерный глубокий звук. А вот квадратная волна из синтезаторов вообще состоит только из нечетных гармоник, поэтому звучит жестко и резко. А перегруз в гитаре — это тоже про нечетное? Частично да. Если сигнал обрезается резко и симметрично, появляется много нечетных гармоник, и звук становится агрессивным. Если искажение мягкое и немного кривое, асимметричное, добавляются и четные гармоники, и звук воспринимается мягче.
Тогда логично убрать нечетные гармоники, чтобы звук был дорогим? Нет, это ошибка. Нечетные гармоники — нормальная часть любого живого звука. Например, третья гармоника — квинта — одна из ключевых для восприятия. Проблема не в них, а в том, когда слишком много высоких гармоник. Спектр становится неестественным. Появляются лишние, негармонические звуки. А что тогда показывают измерения, например, THD? THD — это просто сколько всего искажений в сумме. Но он не показывает, какие именно гармоники, какого они порядка. Поэтому два устройства с одинаковым THD могут звучать по-разному. Тогда еще раз. Некратные гармоники — это ошибка? Да, правильно говорить. Гармоники кратные. Негармонические обертоны — все остальное. А негармонические искажения — это всегда плохо? В инструментах нет. Например, в тарелках — это часть звука. Но если техника добавляет такие компоненты, которых не было в записи, это уже артефакты. Они быстрее утомляют слух. То есть главное не украсить звук, а не испортить? Именно. Хорошая аудиосистема должна сохранять структуру гармоник, не добавлять лишнего, не ломать форму сигнала. Все остальное — это уже вкус, а не точность. Нам пишут. Единственное, что в современном мире хорошо развито, это софт для обработки музыки и ресэмплинга, например, ваш конвертер, хотя в нем тоже многих нужных функций не хватает. Конкретно таких. Поддержка бесшовного продолжения ультразвуковой составляющей в апскейлере после 20 кГц. Поддержка входных частот 48, 176,4, 96 кГц, ибо есть треки Hi-Res без ус-составляющей. Нет поддержки частот сэмплирования выше DSD 1024 и PCM 1536 кГц. Нет функции конвертации в произвольную частоту любую, это нужно для измерений и тестов звука. Да и в теории можно так софт запрограммировать, чтобы по искажениям там было соотношение сигнал-шум в районе минус 300 дБ. Также можно добавить функцию восстановления динамического диапазона, чтобы конвертер убирал избыточную компрессию, ибо вручную наугад понижать, повышать децибелы — это неудобно. Давай по шагам. Начнем с бесшовного продолжения ультразвуковой составляющей в AUI Audio Upscaler. Напомню, что AUI Audio Upscaler при апсэмплинге записей 44,1 кГц или CD реконструирует ультразвуковую составляющую. Для максимально возможного технически сохранения качества исходной записи исходный сигнал не меняется, и к нему добавляется реконструированный спектр сигнала. В месте перехода между исходным сигналом и синтезированными ультразвуковыми компонентами есть легкая неоднородность. Возможно, в будущем удастся изобрести отсутствующий на сегодня алгоритм для устранения этой неоднородности. Вот еще. Видимо, об AUI Audio Upscaler. Поддержка входных частот 48, 176,4, 96 кГц. Для входной частоты дискретизации 48 кГц еще можно рассмотреть реконструкцию ультразвука. Но для 88,2 кГц и выше это вряд ли целесообразно. По крайней мере, в этом я не вижу достаточно очевидной потребности, учитывая реальный ультразвуковой диапазон музыкальных сигналов. Продолжаем. В AUI Converter C нет поддержки частот сэмплирования выше DSD 1024 и PCM 1536 кГц. Развитие программы определяется наличием достаточного спроса на форматы. Согласно нашим исследованиям, в том числе и по результатам продаж и общения с клиентами, в настоящий момент частоты дискретизации 705 кГц и выше, а также DSD 1024 не являются сильно востребованными. Сегодня AUI-конвертер закрывает ряд частот дискретизации до 1536 кГц и DSD 1024, что покрывает текущие реальные потребности и дает нам возможность быть на 1-2 шага впереди них. Когда аудиомир будет достаточно готов к следующему шагу, мы будем закрывать его потребности. А пока мы работаем над более востребованными вещами. Давай дальше.
Нет функции конвертации в произвольную частоту любую. Это нужно для измерений и тестов звука. Для повышения качества звука в AUI-конвертер использован прямо противоположный подход – матрица фильтров ресэмплинга. Для каждой комбинации входной и выходной частот дискретизации и каждого типа фильтра создан отдельный фильтр. Каждый из этих фильтров разрабатывается и настраивается вручную. А для поддержки произвольных частот дискретизации нужен отдельный инструмент с другим подходом. Для меня это примерно как разница между костюмом из магазина и сшитым на заказ у портного. Мы вручную подгоняем фильтры ресэмплинга к каждой из фиксированных частот, как портной подгоняет одежду по фигуре. Продолжим. Да и в теории можно так софт запрограммировать, чтобы по искажениям там было соотношение сигнал-шум в районе минус 300 дБ. Здесь уместнее сказать не о соотношении сигнал-шум, а об уровне шума. Теоретически возможно. И еще зависит от того, как измерять. Но на практике мы упираемся в физику. Тепловой шум компонентов и возможности современных ЦАП делают такие цифры математической абстракцией. Нашего текущего референсного уровня шумообработки в минус 170 дБ достаточно для работы с аудио с огромным запасом. И еще. Также можно добавить функцию восстановления динамического диапазона, чтобы конвертер убирал избыточную компрессию. Такие типы плагинов, экспандеры динамического диапазона, существуют в природе и используются в производстве музыки. Однако восстановление того, что было уничтожено при мастеринге, это сложнейшая задача, требующая деликатного подхода, чтобы не внести новых искажений. Мы об этом только что говорили, когда обсуждали AUI Audio Upscaler. У нас есть определенный интерес к теме экспандеров, возможно, мы рассмотрим ее в будущем. Вот есть такой комментарий. Кратные гармоники приятнее на слух, поэтому винил, мастер-лента, ламповый усилитель звучит более благородно. А усилители D-класса низкого качества могут добавлять некратные обертоны и искажать меандр. Прокомментируй. Здесь сразу несколько неточностей. Давай разберем по порядку. Начнем с главного. Правда ли, что кратные гармоники приятнее на слух? Не совсем так. Любой музыкальный звук уже состоит из кратных гармоник. И четных, и нечетных. При прохождении через аудиосистему вопрос не в том, приятные они или нет, а в другом. Появляются ли новые гармоники сверх исходного сигнала? Какого они порядка? Низкого или высокого? Насколько они выражены по уровню? Иногда низкопорядковые гармоники действительно воспринимаются мягче. Но это не универсальное правило. Тогда почему говорят, что винил, лента и лампа звучат благороднее? Потому что они вносят специфические искажения. Чаще всего такие системы добавляют мягкие нелинейные искажения, чаще дают преобладание низкопорядковых гармоник, могут слегка сглаживать пики сигнала в силу характеристик этих аппаратных компонентов. Из-за этого звук может казаться более плотным или теплым. Но это не более правильный звук. Это просто такой характер искажений. Про некратные гармоники мы уже говорили, что это на самом деле не гармонические обертоны. Да, и важно уточнить, такие компоненты могут появляться при искажениях в любой системе, а не только в каком-то одном типе усилителей. Хорошо. Тогда правда ли, что D-класс добавляет такие негармонические составляющие? Сам по себе нет. Класс усилителя ничего не гарантирует. Важно, как он реализован. В неудачных или дешевых D-усилителях могут проявляться ошибки работы выходного фильтра, остатки переключательной частоты, недостаточная фильтрация шим, шум модуляции, интермодуляционные искажения. Именно интермодуляция может создавать новые частоты, некратные исходному сигналу. Но качественные D-усилители минимизируют эти эффекты.
Усилители других классов тоже могут давать такие искажения. По сути, там используется что-то вроде сигма-дельта модуляции, как в аудиообработке. В большинстве современных D-усилителей действительно применяется принцип, близкий к сигма-дельта, или PWM, или самоосциллирующей модуляции. Но важно не упрощать слишком сильно. Это не обязательно тот же самый алгоритм, что в программных аудиоконвертерах, как, например, в AUI-конвертер, или ЦАП. Архитектуры могут сильно отличаться. Корректнее сказать так. Используется высокочастотная модуляция с последующей фильтрацией, а уровень шума и искажений определяется качеством реализации, частотой переключения, обратной связью и фильтрами. Обо всем этом можно почитать по ссылке в описании к этому ролику. Естественно, в оффлайн-обработке можно делать это точнее, без ограничений по времени. Да, в программной обработке нет жестких ограничений по времени, поэтому можно использовать более сложные алгоритмы, снижать числовые ошибки, точнее контролировать спектр. Но это не значит, что результат автоматически будет лучше в реальной системе воспроизведения. Там все равно есть ограничения аналоговой части. Кроме того, все зависит от исходной записи, цифровых и электрических цепей, опыта слушателя и его физического и психологического состояния. То есть можно подать заранее подготовленный DSD-сигнал прямо в D-усилитель и улучшить звук. Это тонкий момент, и здесь важно понимать детали. Теоретически можно изменить характер обработки, если усилитель поддерживает прямой вход такого сигнала и его внутренняя обработка обходится. Но, как правило, D-усилители все равно выполняют собственную модуляцию, и итоговое качество определяется всей системой, включая выходной каскад и фильтр. То есть проблема не в D-классе, а в реализации? Именно. Класс — это архитектура, а не гарантия качества. Тогда про меандр. Правда, что D-класс его портит? Не только D-класс. Меандр — очень требовательный сигнал. Он чувствителен к полосе пропускания, фазовым искажениям, переходным характеристикам системы. У D-класса есть выходной фильтр, поэтому фронты могут сглаживаться. Но любой усилитель с ограниченной полосой будет сглаживать меандр. Идеального меандра в аналоговой системе не существует. То есть сам факт искажения меандра — это не приговор. Да. И еще важный момент — идеальный вертикальный фронт — это математическая абстракция. В реальности важно не это, а уровень слышимых искажений, корректная передача музыкального сигнала. Тогда можно коротко подытожить. Да, приятность звука — это не про четные или нечетные гармоники, а про спектр искажений в целом. Некратные гармоники — некорректный термин. Речь о негармонических компонентах. D-класс сам по себе не хуже и не лучше. Все зависит от реализации. Любой усилитель может вносить искажения. Вопрос в их характере и уровне. То есть правильный вопрос не какой класс лучше, а что именно добавляется к сигналу. Именно так. Это и есть инженерный подход. Основа. А о том, что достраивается в сознании, мы говорили в ролике по ссылке в описании к этому видео. А сейчас мы приоткроем завесу тайны и дадим вам настоящий инсайт. Элеонора, можешь рассказать о последних исследованиях Audiophile Inventory? Да. Последнее время Юрий Корзунов исследует возможности алгоритмов передискретизации в реальном времени. Они, например, нужны для создания собственной программы аудиоплеера, AUI-плеер, сделанной в парадигме аккуратного подхода к звуку от Audiophile Inventory. Мы не открывали результаты, пока не были получены первые успешные результаты по модуляции DSD-сигнала. Но сегодня нам есть что сказать. Это те же самые алгоритмы, что и в AUI-конвертер? Нет, они разработаны с нуля,
с учетом специфики реального времени, включая расчет фильтров. Для ускорения быстродействия используется штатное аппаратное ускорение компьютера, пока без дополнительных вычислителей. Отработка производится на macOS для платформы Silicon, M1, M2, M3 и так далее. После того, как предрелиз будет готов к бета-тестированию и пройдет обкатку у его участников, планируется начало работы над Windows-версией. Планируется, что для проведения бета-тестирования будут предоставлены лицензионные ключи с ограниченным временем работы. Плеер будет по качеству звука так же хорош, как и AUI-конвертер. На данный момент исследования не завершены. Но те разрешения, которые уже реализованы, включая DSD-64, весьма близки по качеству к офлайн-алгоритмам AUI-конвертера. Изобретательный подход к проблеме позволил нам принести наши идеи аккуратной цифровой обработки сигнала в мир реального времени без экстремальных излишеств в аппаратуре, но в качестве исполнения близком к офлайн-алгоритмам. AUI-плеер заменит AUI-конвертер? Не заменит, дополнит. AUI-конвертер и AUI-плеер — два взаимодополняющих элемента системы обработки и прослушивания твоей библиотеки. Они должны работать в синергии. Ограничения реального времени никуда не деваются. Если кто-то не хочет предварительно конвертировать библиотеку, то AUI-плеер возьмет оптимизацию на себя. Да и фильтры в алгоритмах реального и отложенного времени разные. Если сравнивать инлайн-алгоритмы AUI-плеер и офлайн-алгоритмы AUI-конвертер, то это алгоритмы с разными звуковыми характерами, сигнатурами. Фильтры для AUI-плеер были разработаны с нуля. Но если хочется воспользоваться алгоритмами AUI-конвертер, то можно пойти и по этому пути. Да, можно. Кроме того, фильтры G5 пока не реализованы в реальном времени из-за сложности объема вычислений. AUI-плеер способен играть как в режиме инлайн-конвертации, так и в режиме Bit Perfect. В последнем случае подготавливаем нашу библиотеку с помощью AUI-конвертер для нашего ЦАП. Выбор использовать инлайн-ресэмплинг или офлайн – дело личных слуховых предпочтений. После выхода AUI-плеер на рынок у вас появляется выбор между инлайн и офлайн алгоритмами от Audiophile Inventory. Что насчет конкуренции AUI-плеер с другими плеерами? Мы полностью уверены в своем продукте. И у него есть свой собственный звуковой почерк. Здесь у нас традиционный подход, как и с AUI-конвертер. Планируется версия Free для личного ознакомления со звучанием AUI-плеер. А как узнать, что бета-тестирование началось? Мы объявим о начале бета-тестирования в наших соцсетях и во вкладке Your Info в AUI-конвертер. Количество мест в бета-тесте будет ограничено. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на наши социальные сети. Пишут. Кстати, назрел вопрос на тему слышимости ушами. Почему, когда синус ультразвук включаешь, то слышно отчетливо до 17 кГц? Остальное при максимальной громкости до 20 слышно в виде шипения с шелестением. А вот если из музыкального трека отдельно вырезать частоты выше 17 кГц, то на частотах до 20-30 кГц при большой громкости слышно тихие хай-хеты, отголоски вокала, похожего на бурундуков, и будто сверчки цыкают. В чем причина разных восприятий этого? И еще, если слушать синус или отдельные ВЧ-куски из трека на большой частоте дискретизации и битности, выше 48 кГц 16 бит, то больше слышится частот. Ключевое слово и объясняемое на данном уровне развития науки – основа – интермодуляция. Представь, Алекс, что звук – это не просто набор изолированных ниточек, а сложная ткань. Когда мы подаем на динамик или в наши уши сразу несколько очень высоких частот, они начинают биться друг с другом из-за искажений. В результате этого рождаются новые частоты, которых изначально в сигнале не было.
Самое коварное здесь — разностные тона. Если у нас есть две частоты, скажем, на 20 и 22 кГц, которые мы сами по себе не слышим, их взаимодействие может породить тон на частоте 2 кГц. А это уже самый центр слышимого диапазона. И это не порождение воображения человека, а реальная измеряемая частота. Ее можно измерить приборами. Кроме сигнала после ушей, конечно. Подожди. То есть те самые бурундуки и сверчки, которых я слышу в обрезанном треке выше 17 кГц, это не ультразвук, который я чудесным образом уловил, а просто мусор, который спустился ниже по частоте? Именно так. В сложном музыкальном сигнале, вокале, хай-хетах одновременно звучат сотни частот. В ультразвуковом диапазоне они сталкиваются в твоем усилителе, в динамиках и даже внутри твоего среднего уха. Когда они взаимодействуют, они создают своего рода мета-версию исходного звука в слышимой области. В чистом синусе, одной волне, интермодуляции почти не с чем возникать, поэтому ты слышишь только паразитное шипение самой аппаратуры, которая работает на пределе. А в музыке частот много, они создают богатый хор искажений, которые наш мозг интерпретирует как знакомые образы, голоса или тарелки. А как быть с частотой дискретизации? Почему на 96 кГц или 192 кГц людям кажется, что этих деталей становится больше, и они чище? Это же должно быть еще дальше за пределами моего слуха. Тут в игру вступает математика цифроаналогового преобразования. Первое. Борьба с алиасингом. Когда мы работаем на стандартных 44.1 или 48 кГц, фильтры, которые должны агрессивно отсекать все лишнее выше слышимого порога, это может вносить фазовые искажения и, скажем так, мыло в верхах. Второе. Точность воспроизведения. На высоких частотах дискретизации 96 кГц плюс форма волны описывается гораздо подробнее. Даже если мы не слышим сами 30 кГц, более точная передача фронтов сигнала делает атаку звука, тот самый цик тарелки, более естественной. И третье — интермодуляции в аппаратуре. Парадокс в том, что высококачественный тракт на 192 кГц может звучать прозрачнее именно потому, что он меньше искажает высокие частоты и тот самый ультразвук, не давая им превращаться в слышимую кашу, тех самых бурундуков. То есть, когда я слушаю 24 бита и 192 кГц, я слышу не больше частот, а скорее меньше ошибок при их воспроизведении. Ты очень точно сформулировал. Большая битность, 24 бита вместо 16, радикально снижает уровень фонового шума дискретизации. А главное, улучшает соотношение сигнал-шум для тихих сигналов. В 16-битном файле на экстремально высоких частотах и малой громкости звук начинает тонуть в цифровом шуме, квантовании и специфических нелинейных искажений, что мы можем воспринимать как, скажем так, грязный шелест в тихих местах. В 24 битах этот порог уходит так глубоко, что мы слышим мельчайшие затухания и обертоны кристально чисто. Получается, наш слух — это не жесткий фильтр, который глушит все за 17 кГц, а сложный прибор, который может чувствовать влияние того, что происходит выше? Да, наше ухо — нелинейная система. Мы не слышим ультразвук напрямую, но мы очень чувствительны к тому, как он модулирует слышимый спектр. Это как ветер. Ты не видишь сам воздух, но отчетливо видишь, как он качает деревья. Но если все эти бурундуки — это всего лишь искажение аппаратуры, значит ли это, что идеально качественная техника вообще не должна давать никаких звуков, если я включу трек, обрезанный до 20 кГц? Не должна. Но такой техники нет в нашей реальности. Перейдем к конвертации PCM в DSD. Спрашивают,
чем больше частота дискретизации PCM-файла, тем быстрее и удобнее программам и ЦАПу его конвертировать. Это так? Нет, такой зависимости нет. Наоборот, чем выше частота дискретизации на входе, тем больше данных нужно обрабатывать, и тем выше вычислительная нагрузка. Конвертация становится медленнее. А тогда почему часто используют более высокие частоты дискретизации? Потому что при повышении частоты дискретизации мы можем попасть в более благоприятный режим работы системы, условно «сладкое пятно» (sweet spot), где обработка и воспроизведение ведут себя аккуратнее. Это уже про ЦАП? Да, внутри ЦАП тоже используются цифровые фильтры. Когда частота дискретизации выше, граница Найквиста отодвигается дальше, и фильтры можно реализовать с более плавным переходом, менее агрессивные фильтры. Это уменьшает временные артефакты звона, и фазовые искажения, которые могут быть около переходной полосы, тоже можно отодвинуть. Подожди, речь про алиасы? Не совсем. В данном случае речь идет не об алиасинге, а о спектральных образах, images, которые появляются при цифроаналоговом преобразовании. Алиасинг — это сворачивание, фолдинг, сигнала выше частоты Найквиста в основную полосу при недостаточной фильтрации перед дискретизацией или даунсэмплингом. После апсэмплинга сигнал копируется по спектру вокруг кратных частот дискретизации. Эти копии и есть спектральные образы. Фильтры ЦАП подавляют именно их. А можно как-то упростить работу этих фильтров? Да, один из способов — заранее ограничить сигнал по частоте. Например, убрать все выше 20 кГц еще на этапе обработки. Так, например, при конвертации аудиофайлов делает программа AUI Converter в своем оптимизированном режиме. И что это дает на практике? Это уменьшает количество ультразвуковых компонентов и упрощает задачу фильтрации. Уменьшает интермодуляционные искажения. В результате и программная обработка, и фильтры в ЦАП работают в более комфортных условиях. То есть это уже зависит от того, как реализован программный конвертер? Именно. Разница между решениями здесь не только в самой идее ресэмплинга для сладкого пятна ЦАП, но в том, как именно реализованы фильтры и подготовка сигнала в аудиофайле перед цифроаналоговым преобразователем. Это позволяет снизить артефакты и сделать результат более предсказуемым. А больше об оптимизации аудио для ЦАП читайте в статье и смотрите видео по ссылкам в описании. Нас спрашивают, а почему вы не раскрываете свои алгоритмы? Как же можно пользоваться программой AUI Converter, не зная, как она работает? Приведу аналогию. Покупая премиальный автомобиль, я вряд ли буду требовать от инженеров исходный код прошивки двигателя или чертежи трансмиссии. В открытых источниках можно изучить принципы работы ДВС или турбин, но зачем это мне, если я приобретаю ощущение от вождения? Коробка передач работает плавно? Да. Разгон мгновенный? Безусловно. Знание конкретных спецификаций сплава в шестернях не поможет мне лучше войти в поворот. Эта коробка — совершенный механизм. Он создан для того, чтобы я наслаждалась результатом, а не думала о процессах внутри. Примерно то же самое можно сказать и о том, почему мы не раскрываем подробности алгоритмов. Именно так. Мы не скрываем теорию. Мы часто обсуждаем физику звука и настройки в наших видео. Да и в общих принципах нет ничего нового. Но наши алгоритмы — это секретный ингредиент или авторский подход, который и создает тот самый почерк Audifile Inventory. А для тех, кто хочет детально разобраться в настройках управления, мы подготовили подробное руководство. Ссылка, как всегда, в описании. И последний вопрос.
При воспроизведении звука в плохом качестве и на посредственной акустике звук на расстоянии лучше звучит, нежели с ней рядом. А если качественный звук, формат и прочее, плюс качественная акустика, и рядом звучит хорошо, и на расстоянии тоже. В чем причина? В первом случае звук облагораживает большим количеством гармоники и обертонов. Это распространенное заблуждение. Расстояние ничего не улучшает и не добавляет в звук новых деталей. Оно скорее работает как фильтр и маскирующий фактор, скрывает недостатки. То есть никакого улучшения за счет комнаты не происходит? Комната не улучшает звук, но она его меняет. Давай разберем, почему плохая акустика на расстоянии может казаться более терпимой. Первое. Ослабление и маскировка высоких частот. Высокие частоты действительно затухают в воздухе сильнее, чем низкие, но на обычных расстояниях это не главный фактор. Гораздо важнее то, что с расстоянием снижается доля прямого звука и возрастает влияние отражений. В результате резкие искажения, песок и цифровые артефакты становятся менее заметны. Они маскируются общей звуковой картиной. Второе. Ближнее поле против дальнего. Вблизи, в ближнем поле, ты слышишь в основном прямой звук колонки со всеми ее проблемами. Неровностями АЧХ, резонансами корпуса, шумами фазоинвертора и так далее. На расстоянии прямой звук смешивается с отражениями от стен, пола и потолка. Это создает более размытую звуковую картину, где мелкие дефекты менее заметны. А что за шумы фазоинвертора? Шумы фазоинвертора — это паразитные звуки, возникающие в порте, трубе фазоинверторной акустической системы. Фазоинвертор или порт — это отверстие или труба в корпусе колонки, через которое выходит воздух, усиливая низкие частоты. Вы наверняка ее видели — такое круглое или прямоугольное отверстие. Когда через порт проходит поток воздуха, могут появляться нежелательные эффекты. Ясно. Так значит, отражение звука от стен как бы скрывают недостатки. Да, они не исправляют звук, а именно маскируют его дефекты. Это похоже на размытие изображения. Детали теряются, но и недостатки становятся менее заметны. Это как размазать линии карандаша пальцем по бумаге. Будет загадочное марево вместо скучных карандашных линий. А почему с хорошей акустикой это не так заметно? Потому что качественной системе нечего скрывать. В ближнем поле ровная АЧХ, низкие искажения, отсутствие паразитных резонансов. Ты слышишь сам сигнал, а не проблемы конструкции. В дальнем поле хорошая акустика сохраняет сбалансированное звучание вне оси, благодаря контролируемой диаграмме направленности. Поэтому и прямой, и отраженный звук более вероятно, что останутся согласованными по спектру. То есть фраза «эта акустика лучше звучит издалека» — это скорее признак проблем? Чаще всего да. Это означает, что вблизи недостатки слишком заметны, а на расстоянии они просто маскируются. А как же концертные системы? Они ведь раскрываются именно на расстоянии? Там другая задача. Концертные массивы рассчитаны на работу в дальнем поле. Происходит суммирование излучения от множества источников. Формируется направленная звуковая волна. Оптимизация идет под конкретную дистанцию. Но принцип тот же. Если система отдельные элементы дают искажения, они никуда не исчезают. Просто воспринимаются иначе. То есть моя колонка на даче не душевная, а просто ее лучше слушать издалека? Именно. Расстояние здесь работает как естественный смягчитель, но не как улучшатель. Если система действительно качественная, она не боится прослушивания вблизи. А больше об акустических системах и акустике вы можете узнать в нашем видео по ссылке в описании. На этом на сегодня и закончим. И продолжим отвечать на ваши вопросы в следующих выпусках.
А с вами были Эленора и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory и разработчика программы конвертера аудиофайлов для профессионалов и взыскательных меломанов AUI Converter. Ставьте лайки. В комментариях задавайте вопросы и делитесь своим опытом по темам, затронутым в ролике. Мы читаем все ваши комментарии. И даже если мы не вступаем в пустые споры, мы слышим каждого, кто ищет истину. Комментарии помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. Поставьте лайк, чтобы сделать это видео ближе тем, кто, как и вы, ищет ответы. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен.